Фундамент – это единственная часть дома, где ошибка стоит дороже всего. Кровлю можно переделать, фасад можно обновить, инженерию можно заменить. Но если фундамент выбран неправильно, человек живет уже не в доме, а в постоянной борьбе с трещинами, перекосами, клинящими дверями и ощущением, что дальше будет только хуже. Проблема в том, что людям продают не инженерные решения, а красивые слова. УШП, сваи, лента, плита, цоколь. И вместо того, чтобы разобраться в условиях участка, человек просто выбирает то, что чаще мелькает в рекламе. В этом видео мы разберем честно и без розовых очков, какие фундаменты работают стабильно, какие работают как повезет и от каких решений лучше держаться подальше, если вы строите дом для жизни, а не для экспериментов. С вами Антон Гончаров, команда Bauhaus. В этом видео мы разберемся в фундаментах. Почему не существует идеального фундамента для всех? Первое, что важно понять, не существует лучшего фундамента в целом. Существует только правильный фундамент под конкретный дом и на конкретном участке. Геология, геодезия, нагрузки, тип дома, уровень грунтовых вод, перепады рельефа – все это должно анализироваться до выбора конструкции. И только после этого можно говорить о том, будет это плита, сваи или лента. Когда люди выбирают фундамент без этих данных, они по сути играют в лотерею, где ставка – их дом. Вообще, в целом, проектировщик определяет, да, конструктор определяет, какой будет фундамент, а не заказчик. Винтовые сваи. Дешевое решение, которое часто становится дорогим. Винтовые сваи очень любят за скорость и типа экономию. И для террас, навесов, бани или легких каркасных домов это действительно рабочее, хорошее решение. Но проблемы начинаются тогда, когда их используют под полноценный жилой дом. Основные риски – это коррозия металла в агрессивной среде грунта, невозможность проверить реальное качество свай и защитного покрытия и неравномерная работа свай на разных грунтах, в том числе слабых, пучинистых и так далее. Плюс ограниченная несущая способность под тяжелые дома. В итоге дом может перекашиваться, появляются проблемы с окнами, дверьми, трещины в отделке, и эти процессы никак не остановишь. Под дом для постоянного проживания – это слабое рискованное решение, и здесь я сделаю ремарку как раз на моем недавнем опыте. Есть семья, которая заказала каркасный дом на сваях, рассчитали нагрузки, прекрасно поставили им дом, сдали дом, они начали в нем жить, и через год жизни в доме они решили, а поставим-ка мы печь в гостиной. Ну и поставили 200-килограммовый камин какой-то стальной в центре гостиной, да, или что-то там где-то у стенки. И спустя еще полгода, наверное, приходит от них рекламация. У нас затрещал дом. И начал просаживаться. Мы такие, не может быть, все рассчитано, все хорошо, и фундамент, понятные были грунты, геология сделана, все рассчитано. В итоге приезжаем, видим эту печь, понимаем, что никакого дополнительного усиления под эту нагрузку сделано не было. Естественно, те сваи, которые были рассчитаны на легкий домик, да, они не были рассчитаны на постоянную нагрузку от этой печи. Поэтому здесь, такой свайный фундамент, все-таки это что-то для легких построек. Буронабивные сваи – самый непредсказуемый вариант. На словах буронабивные сваи звучат разумно, но в реальности это один из самых проблемных вариантов. Причина простая. Качество такой сваи невозможно проконтролировать после заливки. Стенки скважины осыпаются, бетон смешивается с грунтом, и фактически сечение получается меньше расчетного. Плюс вода в скважине снижает прочность. Арматура часто оказывается без защитного слоя, а обсадную трубу почти никто не использует. В результате застройщик просто не знает, что у него находится под домом и как это работает. Отсюда могут быть осадки, трещины, перекосы, и цена получается как у нормального фундамента, а надежность, как повезет. Как правило, просто для ИЖС не используют, для загородных домов этот тип фундамента редко используют, это уже промышленный, для больших нагрузок. А так, реально, буронабивные сваи, что это такое? Да, мы пробурили лунку в земле, туда закинули арматуру, арматурный каркас некий, и залили все это дело просто сверху бетоном. Обсадную трубу реально мало кто использует, и проектировщики часто это не используют. В итоге у вас получается стакан из бетона в грунте, и если вдруг где-то какая-то водяная линза, или, не знаю, какой-нибудь там прошли осадки, поднялся уровень грунтовых вод, то что происходит там с этим бетоном и с этой арматурой, совершенно не ясно. И в принципе, то есть это решение под конкретную геологию, конечно же, оправдано. Это уже давайте оставим конструкторам. Нам с вами, простым мирным гражданам, знать этого, наверное, и может и не стоит. Ленточный фундамент – это переоцененная классика. Ленту многие до сих пор считают самым надежным, простым вариантом, но в частном домостроении ее используют гораздо чаще, чем это реально оправдано. Проблема не столько в самой конструкции, сколько в цене ошибки. Лента требует идеальной гидроизоляции, грамотного дренажа, точных отметок, строгого соблюдения технологии и больших земляных работ.
Любая ошибка в этих узлах приводит к сырости, промерзанию, разрушению и трещинам в стенах. А ремонт такого фундамента под уже построенным домом — это крайне дорого и технически, на самом деле, невозможно. Лента выглядит как компромисс, но на сложных грунтах она ведет себя очень и очень нестабильно. Плита. Плита — это одно из самых стабильных решений, но тоже с своими особенностями. Плитный фундамент действительно считается одним из самых устойчивых решений, потому что он равномерно распределяет нагрузку, работает как единый жесткий элемент и хорошо себя показывает на слабых и пучинистых грунтах. Но у классической плиты есть минус — низкий цоколь. Да, зимой дом буквально оказывается в снегу, поскольку у нас уровень грунта и плита не заглублена, а также там плюс 30 сантиметров к отметке земли. И в регионах с большим количеством осадков это становится реальной эксплуатационной проблемой. Да, для регионов с большим количеством осадков, на самом деле, эти особенности плитного фундамента решаются просто дренажом, или, если позволяет геология или требует геология, то плита поднимается на сваях у нас, да, над уровнем благоустройства, поэтому проблем здесь нет. А плитный фундамент действительно самый стабильный, самый равномерно распределяющий нагрузку с дома. Наверное, здесь мой плюсик, и чаще всего мы выбираем именно плитные фундаменты при прочих равных. Забивные железобетонные сваи. Еще одно из надежных решений. Фундамент на забивных железобетонных сваях считается одним из самых предсказуемых и стабильных вариантов. И в частном, кстати, в многоквартирном домостроении, наверное, часто вы слышали, когда у вас под окнами строится новый дом и начинает долбить эти сваи. Причина в том, что это заводское изделие с понятной геометрией, известной проверенной маркой бетона и прогнозируемой несущей способностью. В процессе забивки сразу видно, как свай работает с грунтом, где находится плотный слой, и риск скрытых дефектов здесь минимален. Особенно хорошо такие фундаменты работают на сложных и неоднородных грунтах, где ленты и буронабивные решения часто дают перекосы. По соотношению цена и надежность это, наверное, один из самых хороших вариантов. УШП – утепленная шведская плита. Красивая идея, которая требует дорогой инженерии. Утепленная шведская плита звучит идеально. Фундамент, теплый пол и сразу готовое основание под чистовой пол. Но в реальности это не универсальное решение. На участках с высоким уровнем грунтовых вод УШП требует серьезной системы дренажа. Без дренажа плита может треснуть из-за запучения и просадок, а дренаж — это дополнительные расходы, которые люди часто не закладывают в бюджет. Поэтому УШП — это не волшебная технология, а инженерное решение, которое работает только при грамотном проектировании. Ну и на самом деле, если вы в УШП захотите поменять трубы теплого пола, то вы устанете долбить эту плиту. Да, есть очень много ограничений у этого фундамента. Это тема отдельного большого видео. Главная ошибка — не тип фундамента, а отсутствие системы. Самая большая ошибка заключается не в том, что выбрали не ту конструкцию. Самая большая ошибка — это выбор фундамента без геологии, без расчета и без проекта. Когда фундамент осознанно подбирается конструктором под участок и под конкретный конструктив, уже не так важно, будет это плита, свай или лента. Важно, что решение принято инженерно, а не по совету из рекламы или интернета. Поэтому приходите на консультацию к нам, контакты есть в описании к ролику. Мы подберем тот фундамент, который действительно требуется вашему дому на вашем участке. Фундамент — это не место для экспериментов и не та часть дома, где можно сэкономить, а потом разберемся. Потому что потом разбираться приходится уже не с фундаментом, а с трещинами в стенах. Надежный дом начинается не с красивого проекта, а с понимания грунта под вашими ногами или домами. И если выбирать между модным решением и инженерно обоснованным, всегда стоит выбирать второе, потому что хороший фундамент не видно, а плохой видно каждый день. С вами был Антон Гончаров, команда Bauhaus. Подписывайтесь на наш канал, и ваш фундамент точно не треснет. До новых встреч. Контакты есть в описании к видео. Пока.